Ребята, всем привет! Рад вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о достаточно интересном моменте. К нам приехала машина из Москвы. Ситуация такова: человек ехал по шоссе, у него застучал мотор. Сначала застучал, потом пошла температура вверх и просто мотор заглох. Запускаться перестал. Человек отдал машину в сервис, уселся на карантин ковиду. То есть за 1,5 месяца человеку ничего толком с машиной не сделали. То есть, да, головку сняли, сказали, говорит, приговорили коленвал, приговорили шатун. При всем при этом, говорит, мотор не разобрал до конца. Сказали, мы, говорит, тебе головку опрессовали, отфрезеровали, все нормально, говорит, давай денег. Взяли с него денег, а дальше я вам уже покажу. Вот он, H5 дизель. Давайте теперь смотреть, что мы имеем. У нас вот мотор, снята головка. Да? Сейчас я переключусь, сейчас поставлю телефон, и я вам покажу, в чем, собственно, суть проблемы на этой машине, потому что проблема здесь существует, и сложно ее отрицать. Сейчас. Вот теперь смотрите, да, вот у нас блок. Сейчас я вам проверну коленвал, чтобы он встал на место, на верхнюю точку. Вот сейчас у нас, как вы можете видеть, 4-й цилиндр стоит правильно. 1-й. Вот, смотрите внимательно. 1-й цилиндр, видите, у нас не доходит. То есть по высоте. То есть 1-й цилиндр берем. Вот он, этот стук был. То есть здесь либо провернуло вкладыш, либо сломало шейку. Но судя по тому, что остальные поршня шевелятся нормально, я так понимаю, что, скорее всего, провернуло вкладыши на шатунном, ну, то есть на шатуне. Вот. Отсюда мы будем, я говорю, уже плясать. То есть, видите? Еще из особенностей сейчас покажу. Здесь, в принципе, достаточно хорошо видно. Если вы можете видеть, да, на поршнях, выемки под клапана, видны следы ударов. Причем следы ударов почему-то на всех 4, в принципе, есть. Сейчас, оп. Если повнимательнее присмотритесь, я думаю, вы увидите полосочки такие небольшие, да, на поршнях. То есть было соприкосновение. Вот здесь прям отчетливо хорошо видно. Вот. Вы видите, да, было соприкосновение. С чем это связано, пока я не очень понимаю. Но я думаю, сейчас мы будем разбирать потихонечку и будем все смотреть. То есть машина приехала у нас вот в таком виде. Вот, кстати, по поводу головки. Смотрите. Это называется, головку опрессовали и отфрезеровали, как человеку сказали. Ну, я думаю, вы видите, что никто здесь ничего не фрезеровал. Опрессовали, да. Фрезеровать никто не фрезеровал. И мне пока не совсем понятно, то есть, чем руководствовались люди, когда вот это все делали. Теперь вот так вот это все приехало. При том, что как бы, головку вы отмыли, что сложно было распредвалы, постели помыть, впуск-выпуск. То есть, ну, как-то странно. Контора интересная. Вот. Вроде как я понял со слов человека, это какая-то достаточно известная контора, которая занимается ремонтом как раз-таки тоже ховеров. Что это за контора, я не знаю, честно говоря, и знать не хочу. Я не буду никому делать антирекламу, потому что, ну, смысла не вижу. А так, я говорю, сейчас будем потихонечку вытаскивать отсюда мотор и смотреть, что же у нас здесь произошло все-таки с мотором. Естественно, я вам все это буду более подробно уже дальше показывать. Так, еще что хотел рассказать. Вот смотрите, да, человек привез с собой коленвал, привез с собой шатун, вкладыши. Коленвал
Вот смотрите. Видите, что написано? 4D20B. Это коленвал от машины с топливной аппаратурой Bosch. В чем различие? На 4D20 нет вот этой шпонки. Так как 4D20B масляный насос устроен по-другому. Кстати, вот вы помните, я говорю, вот ВАЗ-6 стоит точно такой же коленвал. Объясню, почему он стоит такой же. Маслонасос устроен немножко по-другому. Здесь шпонка, шестеренка и масляный насос стоит в поддоне, а не как на H5, прикрученный вот здесь. Вот он, маслонасос. Вот он. То есть это под другую топливную аппаратуру. И, кстати, такая проблема почти со всеми коленвалами на рынках в России. Нашим татарам вообще по барабану что продавать. Вообще по барабану что продавать. Причем это было куплено в одном из достаточно известных магазинов. Опять же, не озвучиваю. Но коленвал, качество, честно скажу, ну, такое себе. Сейчас мы будем, по большому счету, вытаскивать мотор и смотреть. Возможно, придется протачивать шейки и подбирать вкладыши. Кстати, ребята, у нас есть контора, в которой мы сейчас этим занимаемся всем. У нас лежит сейчас блок с одной машины, на котором мы, скажем так, будем ставить эксперимент. Потому что там вопрос стоит либо контрактник, либо восстановить это. Мы сейчас посмотрим. И если у нас получится это сделать, то тогда мы начнем заниматься ремонтными размерами на эти двигатели, что очень даже хорошо. Кстати, по поводу вкладышей. Я говорю, все запчасти были куплены в одном из известных магазинов. Я думаю, что все, в принципе, знают этот магазин и неоднократно в него обращались. Я говорю, опять же, не называю название магазина. Ребята, ну вы серьезно? Вы серьезно? Волгоградская машина, я уже показывал. Разница вкладышей. Да? Вот, ГВ-4D20 СТД. Пробег 5000 километров на вкладыше. Пробег 90 тысяч. Вы серьезно? Не хочу, говорю, никого обижать. Но, блин, это жесть. Вот честно. Так, ну что, мотор мы вытащили. Сейчас начинаем дальше разбирать. И дальше уже будет понятно, что же у нас все-таки с ним произошло. Так, ну что ж, поддон мы сняли. Кажется, к вкладышам плохо здесь. Вот даже будет лучше видно. И да, Серег, я правильно сказал, сюда уже в поддон лазили. Герметик черный стоит. Видишь, коричневый, а не голубой, как на маслонасосе. То есть в поддон уже зачем-то лазили. Что ж, сняли поддон. Вот он, стук. Остальные вроде на месте. Но они, в общем-то, и не болтались. А дальше будем разбирать, смотреть. Итак, разобрали блок. Что мы здесь видим? Все вкладыши сожраны. Вот видите? Наверное, даже лучше будет. Во, вот так видно лучше. Все вкладыши, прям все вообще. Вкладыши сожраны. Теперь переходим. Шатунные. Вот это начинается у нас четвертый. Четвертому плохо. Третьему плохо. Второму плохо. А на первом и вовсе ничего нет. Вон он, жрало его. Коленвал. Это вот первая шейка как раз. Коленвал тоже мертвый. А вот постель коленвала.
Это вот нагруженные у нас вкладыши получаются. Вот так вот. Видите? Какая прелесть. Сожрала все вкладыши. Кстати, что тут еще заметили? Вот мы берем один поршень, раскручиваем и видим следующую картину. Точнее, шатун. Не поршень, а шатун. Мы вчера просто уже сунулись. А вкладыши, наверное, уже менялись. Уже менялись. И вот это вот гумно у него уже стоит. Мы еще, когда откручивали поддон, тоже я заметил, что сидит это все не на заводском герметике. Заводской герметик обычно синий идет вот на поддонах. Так же, как вот маслонасосы прикручиваются на этот же синий герметик. Здесь же все оба поддона, точнее, как бы поддон же у нас из двух частей состоит, он у нас просто приклеен на темно-серый герметик, то есть на Рейнс. Также, в принципе, я думаю, вы можете видеть следы от ударов клапанов. Здесь, по-моему, вот не видно. На первом хорошо видно. Ну, первый понятно, то есть он за счет того, что гулял, могло прилететь. Но у него, в принципе, почти на всех поршнях, вот тоже, почти на всех поршнях есть следы удара. То есть что произошло, как мы это поняли? Скорее всего, у предыдущего владельца этого автомобиля был обрыв ремня ГРМ. Ему на скорую руку все поменяли. Ну и машину, естественно, выставили на продажу. Вот с этими говёными вкладышами. Сколько она прошла после этого ремонта, да кто знает. Здесь уже по кольцам тоже не определить какой-то фирмы, но, по-моему, это не оригинал. Итак, ну что ж, давайте подведем промежуточный итог нашей дефектовки. Что у нас получается? В мотор уже лазили, меняли шатунные вкладыши. Судя по следам на поршнях, то, что удары от клапанов были, возможно, был обрыв ремня ГРМ. Но категорически утверждать мы не можем, потому что мы не знаем, мы этого не видим. Потом, что еще? Дальше я вам видео покажу. Это уже было выявлено после того, как мы отмыли поршня. То есть у него лили форсунки. Причем одна форсунка лила в подачу больше, чем надо. Что также могло вызвать разрушение вкладышей. Вообще от топливной системы на дизеле зависит очень много. Прям вот колоссально много. Ремонт был сделан, ну, похабненько, откровенно говоря. Потому что, видимо, в мотор еще грязи занесли. По вкладышам это тоже видно. Было заменено 2 поршня. То есть 2 поршня стоят уже не заводских. По гидрокомпенсаторам и коромыслам, то есть хозяин изъявил желание поменять гидрокомпенсаторы. Коромыслы мы тоже будем менять, потому что пружины на них уже не держит. Ну а в целом дальше смотрите, там тоже будет достаточно интересно. Так, ну что ж, здесь уже все отмыто. Шатун один мы поменяли, это то, что хозяин привез. И самое забавное получается, что по факту получается 4-й и 4-й, 3-й. Вот 4-й и 3-й поршня здесь были мененные, потому что поршня стоят не оригинальные, как вы можете видеть, вот изображение стрелочки, да, а должна быть вот такая вот пипка на оригинальных, вот она, отверстие, не отверстие, а выемка, да, под
Это направление, как устанавливается поршня. Коленвал заменили мы. То есть то, что хозяин привез, не подойдет. Он слишком мягкий. Мы нашли оригинальный коленвал. То есть вот. Это оригинальный коленвал. Пришлось за ним сильно так побегать, конечно, по Москве, потому что коленвалы кругом продают прям вообще лютое говно. И у всех разброс цен сумасшедший. Сейчас мы доочистим блок, промоем форсунки масляные, доочистим блок и начинаем сборку. Ну что ж, коленвал у нас уже затянут. Берем прям вот одним пальчиком. И вращается. Вращается идеально. Не закусывает, все хорошо. Собственно, вот так это и вращается. Без каких-либо закусываний, все легко и прекрасно. Так, ну что ж, блок у нас уже здесь собран и подготовлен к установке. Все двигается очень хорошо. Единственное, что пришлось поменять два шатуна вот этих вот, потому что они иначе натирают вкладыши, то есть подклинивать начинают. А это не есть хорошо. Так, ну что ж, приступаем к сборке головки. У нас здесь снято с нее 8 соток. На самом деле это немало. То есть головка была слегка поведенная. Сейчас наша задача вычистить колодцы под форсунки, фрезой пройтись привалочное посадочное место, выровнять. Затем мы это все промываем еще раз. И затем уже будем засухариваться. Так, ну что ж, мотор у нас на месте. Все. Сейчас мы прикручиваем коробку. Вешаем сразу компрессор кондиционера, гидроусилитель. Начинаем собирать всю обвязку, головку. По головке у нас, естественно, будет разгрузка 4-го цилиндра. Также мы сделаем чип-тюнинг. Уберем EGR. Поставим маслоотделитель. Ну и, в принципе, здесь новая помпа будет. Потихоньку, помаленьку все это, говорю, сейчас будет собираться. Я думаю, что за сегодня мы должны по максимуму все собрать. Так, ну что ж, мотор мы запустили. Все, уже все прокачано. Все собрано. Осталось только декоративную плиту положить. Мотор работает очень ровно. Прям вообще без каких-либо проблем. Итак, ну что ж. Автомобиль нами благополучно отремонтирован. Хозяин уже съездил на Селигер. То есть жалоб вроде никаких не поступает. Масло, говорит, не кушает. Все хорошо. Все едет. Вот сейчас они там думают, что делать с коробкой. Так как по коробке там проблемы. Естественно, мы о них не знали, потому что машина приехала к нам на эвакуаторе. Вы видели, в каком состоянии. То есть вроде мотор крутит, мотор хочет ехать, а коробка начинает переставлять там то вверх, то вниз передачи. Ну, в общем, видимо, с коробкой там все не очень хорошо. Скорее всего, ее где-то подогрели, подожгли. То есть там фрикционом, наверное, уже плохо. Вот. Сейчас он думает, что там делать с коробкой. То ли ее ремонтировать, то ли найти какую-нибудь бэушную коробку. Не знаю пока. Я так не спрашивал, честно говоря, в последнее время. Что еще хотелось сказать? По поводу ремонтных вкладышей я говорил вам в видео о том, что мы будем экспериментировать. Но экспериментировать нам там просто банально не на чем. Потому что на той машине мы там тоже замена коленвала. Потому что коленвал там не то что в 0,25, там даже в 0,5 его протачивать бесполезно. Там убит коленвал просто неимоверно. С коленвалом, я говорю, будем разбираться. Вот эти вот вкладыши, которые продаются 0,25, и даже 0,5, по-моему, есть вот этот, вот эти ГВ 0,25, там вот это вот ГВ4Д20, там 0,25 они идут, 0,5, и вот эти СТД. Но это турбоинжиниринг, но это так себе вкладыши. Я говорю, вот, ну, в принципе, я говорю, я вам все наглядно показал. Я говорю, вот, в ролике про волгоградскую машину, вот в этом ролике, да, то есть, ну, плохое качество вкладышей, откровенно говоря, плохое. То есть ставить это и давать какие-то гарантии, ну, я бы не рисковал. Ну, а на этом, наверное, все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Можно обратиться ко мне и в личку, в принципе. Все контакты всегда у меня в описании написаны к роликам. То есть можно обратиться напрямую. Чем смогу, тем помогу.
Ну а на этом, наверное, все. Всем всего хорошего. Пока-пока.